Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе Манасе. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Сагынбая Оразбакова написан пятитомный роман в прозе на кыргызском языке. Я затем перевел эту книгу на русский язык, и оба этих варианта выставил для продажи на своем интернет-сайте epos-manas.com. Кто хочет, тот может приобрести там указанные произведения. В настоящее время я работаю над второй части трилогии эпоса Манас Семитеем. Мною написан первый том данного произведения. Сейчас идет работа над вторым томом Семитея. Это все, что я хотел вкратце вам рассказать о своем произведении. А теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. «Не обманывай меня, подлец, идиот!» – закричал Зорондук Алмамбету. «И это сделано не ради народа. Ты все это провернул для того, чтобы понравиться людям, привлечь их к себе, а затем отобрать трон у Сенкана. Поэтому говори правду». «Что мне говорить? Если ты испортился и вынашиваешь подлые замыслы, я тебя сам убью. Если так суждено Богом, то я уйду от этого мира бездетным». «Нет, отец, у меня нет таких намерений. Я не зарился на троне Сенкана». «Значит, ты не испортился», — удовлетворенно произнес Оран. «Если не испортился, возгордился, взбесился». «Я не взбесился». «Взбесился, сынок, еще как взбесился. Поэтому оставь эти свои замашки, управляй народом, как другие вельможи». «Ладно, отец», — ответил Алмамбет, желая поскорее избавиться от Сорандука. «Позволь мне возвратиться домой и отдохнуть в дальней дороге». «Постой!» – недовольно проговорил Сорандук. «Никто тебе не разрешил уходить, ибо я не закончил свою речь». «Извините, отец, я слушаю вас». «Доказательство того, что стал на правильный путь, ты сейчас поедешь к Кумырбаю с повинной и попросишь у него прощения». «Что? Я говорю, что попросишь прощения у Кумырбая. После того, как он тебя простит, будешь служить у него рядовым воином. Как я, будучи ханом, буду служить у Кумырбая рядовым? Я лишаю тебя ханского трона». «Что ты говоришь, отец? Ты хочешь лишить меня власти, поверив словам Исенкана? Сволочь, если не хочешь подохнуть, немедленно поезжай к Кумырбаю просить прощения», — гневно заорал Сорандук. Яростно стрельнув взглядом в сторону отца, Алмамбет молча развернулся и пошел к себе домой. После этого он погрузился в глубокое раздумье. «Здорово Сенкан настроил против меня отца», — печально подумал Алмамбет. «Он не хочет слышать ни одного моего довода». Повторяя, как попугай, слова Кумырбая и Сенкана, отец лишил меня трона. Ладно, я ничего не имею против этого. Именно отец основал ханство, столько лет правил им. Я согласен с этим. Если надо, передам ему власть». Обиженный на отца, Алмамбет помылся, покушал и лег спать.
Я ничего не имею против того, чтобы передать отцу трон, стал размышлять богатырь. Но для меня абсолютно неприемлемо то, что он приказывает мне пойти с повинной к Конурбаеву и просить у него прощения. Если у меня нет никакой вины, каким образом я пойду к этой свинье и буду просить прощения? Как я буду его воином? Нет, никогда этого не будет. Взволнованно встав с места, Алмамбет накинул на плечи синий халат и стал раздумчиво прохаживаться взад-вперед. Если не извинюсь перед Конурбаем, отец и Синкан не оставят меня в живых, печально подумал богатырь. Что же мне делать? Долго горевавший Алмамбет снял халат и снова лег в постель. Не роняя достоинства, не посрамив свою честь, надо уехать отсюда и поискать другой народ. Поступлю так, как мне посоветовала дочь Синкана Бурулча. Поищу народ, который приютит и защитит меня, решил богатырь и провел беспокойную, бессонную ночь. На следующий день Алмамбет проснулся рано утром и умылся. Позавтракав, он надел боевую одежду, повесил на пояс меч и взял копье. Зайдя в конюшню, он вызвал своих воинов. Когда они пришли, Алмамбет с улыбкой посмотрел на них, как будто ничего не произошло. «Джигиты, — сказал богатырь, — удивлены тем, что я так рано собрал вас. Наверное, соскучились без дела, лежа дома». «Да, хозяин, — ответили воины, — тогда отправимся на охоту, постреляем моралов, оленей, загоним волков, тигров и в волю повеселимся. Согласны?» «Да, — радостно ответили воины. С первыми лучами солнца, когда наступил рассвет, Алмамбет вышел в путь и отправился в сторону Алтая. Богатырь вновь и вновь оглядывался назад, предчувствуя, что ему никогда не суждено возвратиться домой, на родную землю, где он родился. От этого у него сердце разрывалось от горя, тоски и печали. Терзаемый горькими думами, Алмамбет преодолел немалую дорогу. Перевалив через невысокий холм, внезапно перед собой он заметил скачущую к нему неизвестную женщину. «Кто это?» – удивленно подумал богатырь. Когда она подскакала к ним, Алмамбет увидел, что это была его мать Экзер. «Мама!» – испуганно проговорил Алмамбет. «Что ты здесь делаешь одна?» «Сыночек мой!» – разрыдалась мать. «Ты у меня единственный ребенок. Я надеялась, что ты будешь счастливым, удачливым. Женишься на хорошей девушке и будешь жить, как все остальные ханы. Я мечтала, что буду пить чай с рук твоей жены и баловать внуков. Но я не достигла своей цели. Ты впал в немилость к Синкану». «Да, мама», – тяжело вздохнул Алмамбет. «После того, как я проучил Конурбая, он оклеветал меня перед Синканом. Отец, поверив их словам, лишил меня трона и заставил уйти с родных мест». «Знаю, сынок», – печально ответила мать. «Как я не просила просить тебя, отец не согласился, и Синкан дал ему строгий приказ убить тебя. Я не сделал ничего плохого Синкану. Не об этом известно, сынок. То, что сказал Конурбай, стало для Синкана только предлогом. Он возревновал тому, что твоя слава растет, и народ все больше уважает тебя. И Синкан с самого начала опасался,
что ты завоюешь симпатию всего народа и отнимешь у него трон. А теперь ему выпала возможность избавиться от врага. Поэтому он дал команду убить тебя. Я понял это. Снова тяжело вздохнул Алмамбет. Но что я могу поделать теперь? Мне не остается ничего иного, как бежать отсюда. Сынок, может быть, тебе стоит подавить гордыню, поступить так, как велит отец, и пойти на поклон к Кунырбаю, попроси у него прощения и побудь у него воином. Через полгода, когда ярость отца пройдет, ты вернешься обратно домой. Нет, мама, так поступить будет равнозначно для меня не уважать тебя. Если я ни в чем не виноват, как могу просить прощения у негодяя? Как я буду у Кунырбая простым воином? Я ни в чем перед ним не виноват. Если не извинишься, Есенкан убьет тебя. Мама, я согласен умереть, но никогда не дам растоптать мою честь. Китайцы – великий, отважный народ. Мы никогда не склоняем голову перед другими и не сдаемся на милость врага. Если я испугаюсь, покорюсь Кунырбаю, разве не проклянут меня духи предков? Я поняла тебя, сынок. С одной стороны, я горжусь тем, что слышу от тебя эти слова. Но, с другой стороны, меня охватывает печаль. Чем-то опечалена, мама. Если сейчас уедешь, неясно, увижу ли я тебя снова. Поэтому у меня душа горит, и сердце ноет. Но я горжусь тобой. Я всегда тебя учила, чтобы ты был честным, справедливым и добросовестно служил народу. Очень рада, что мои слова не пропали даром. Ты стал человеком чести, не посрамил славу своих предков. Да, мама, я очень сожалею, что навсегда прощаюсь с тобой. Поэтому не стоит затягивать расставание. Надо поскорее уехать отсюда и продолжить путь. Если буду жив, то дам о себе знать. Если я погибну, будь довольна мною, мама. Прости меня за все. Добрый путь, сынок. Я понимаю, что тебе уже нет места среди китайцев. Тебе очень опасно оставаться здесь. К тому же за тобой повсюду следят шпионы Есенкана. Они получили приказ улучшить удобный момент и убить тебя. Поскорее уезжай, сынок. Счастья тебе, заплакала бедная мать и, благословив сына, отправила его в дальнюю дорогу. Как говорила Экзер, за Алмамбетом повсюду следили монахи Есенкана. Узнав о том, что Алмамбет со своими воинами покинул город, они сразу сообщили об этом Есенкану. При этом сообщении хан сильно разозлился и приказал вызвать к себе Кунырбая и других богатырей. «Богатыри!» – грозно произнес он. Кунырбай оказался прав. Выяснилось, что Алмамбет наш враг. Вместо того, чтобы покориться, он тайком отправился в сторону Алтая. Алмамбет намеревается присоединиться к нашим врагам-казахам или богатырю Манасу. Немедленно возьмите воинов и отправляйтесь в путь. Не дайте Алмамбету осуществить задуманное. Слушаюсь, повелитель, с готовностью ответил Кунырбай. Как только догоним, мы убьем Алмамбета и привезем его голову тебе. Нет, не убивайте Алмамбета, строго предупредил Есенкан. Поймайте его живым и приведите ко мне. Я разрешаю пытать этого предателя, но запрещаю его убивать. Запомните, если сейчас упустите его,
то он через 5-6 лет вместе с кыргызами вернется обратно сюда, бежен. Вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.